Zombie apocalypse. Hello everyone, this is Not Okay Gaming here. Today we're gonna react to our next song in our full album review, Omega by Epica. Song name is Freedom the Walls Within. So stay in if you want. Enjoy the reaction. I'll added English subtitles in all my previous reaction videos, music. And as usual, leave English comments below. I will respond on them and reply on them if I can. So enjoy the reaction. And let's continue in Russia. Всем привет, с вами это Неок. Сегодня у нас следующая песня с альбома Омеги Эпики. Песня называется Freedom the Walls Within. Я добавил также русские субтитры на все свои предыдущие видео. Кому интересно, кто любит с субтитрами. Но Google переводчик там говорит, что грамотности там особо не добавилось. Так что, как есть уже. По поводу самой песни, краткое описание. Это противоборствующие две стороны в человеке, темное и светлое. В принципе, так ее описывают создатели группы. Марк Янсен. И остальные. Посмотрим сейчас и послушаем своими, как говорится, глазами и ушами. В принципе, чего тянуть? Давайте, я думаю, начинать. Можно начинать. 3, 2, 1. Поехали. Белая сторона, а вот черная. Ладно, темная. Оговорился. Небольшая пауза, тут пару слов. То есть видим, что как бы реально два волка, две стороны медали, белая, светлая, черная, темная. То есть картинка такая выполненная в стиле фэнтезийном, да. Больше такая на игровую графику похожа, какую-то такую вселенную темную, в плане там, может быть, какие-то ассоциации с Dark Souls, что-нибудь такое, да, такая темная деревня, все стрелы, все такие темные. Интересно сделано, интересный это концепт-арт, грубо говоря, если так сказать. Очень-очень клево. Симона, как обычно, где-то с космоса пролетела, все эти песни вещает. И понятно, что она отвечает за светлую сторону, Марк будет отвечать за темную сторону в клипе. Это все ясно. Я думаю, очень... Пока что тематика такая очень интересная. Это понятно, что как бы противодействие внутри каждого человека, светлой и темной стороне. Кто победит, мы узнаем чуть попозже, я думаю.
Сейчас узнаем дальше. Поехали. В деревню пришла беда. То есть видно, да, на фоне того, как два волка ведут схватку или погоню друг за другом, также главный герой, так сказать, клипа, он пришел защищать свою деревню, он представляет светлую сторону, на деревню напали недруги, они представляют темную сторону, они сражаются. Видно ассоциации, параллели между двумя волками и событиями, которые развиваются прямо в клипе, в сюжете. Ну, то есть оно сопоставляется, так сказать, с реальным миром. Что и в жизни так, и в природе так, и везде так, что понятно, что есть темная сторона, есть светлая сторона. Очень прикольно сделано. Ну, очень клевый припев, конечно, и как обычно весь, ну, до... Что касается эпики, можно 100 раз повторять, там к вокалу претензий всегда ноль, как к инструменталу претензий тоже обычно ноль. То есть что тут можно добавлять? То есть только, в принципе, обсуждать в таком вот плане философскую, так сказать, больше составляющую песни. Вот именно сам смысл. То, что по вокально исполнено идеально, это всегда будет в песнях эпики, это будет всегда. Так что поехали дальше, досматриваем. Мощно. Эмблема эпики.
сомнения у него. По идее, он светлая сторона, он не должен так делать. Пощадил, да? Белый фон такой. Так. Сорян тут. Ну, все, в принципе, вот такая у нас вышла реакция, да, грубо говоря. Или не грубо говоря. Она больше похожа, как по мне, на притчу, либо байку с моралью. Вот эта песня, особенно этот клип, очень круто вписывается в эти рамки, что со своей историей, со своим, так сказать, завязкой, развязкой, финалом. То есть мы видим, что на протяжении всей песни отец объясняет сыну там вот эти вот понятия свободы, темная, светлая сторона, как вот маленький мальчик сидит, слушает. Потом происходит действие, нападают на деревню. Я так думаю, что он рассказывал предысторию вообще всей деревни, как они за свободу, и потому что песня называется Freedom, в переводе что свобода, как они бились за свою свободу, отстояли ее, так что такой интересный философский посыл, очень клевый, и понятно, что он с современным миром пересекается, как никогда. В плане, говорю, еще раз, вокально претензий ноль, никаких никогда. Обычно. В 99% случаях. Так, очень сложно придраться. И пока что, сколько мы посмотрели и послушали, 5 песен, да, пока что, ну, очень высокий уровень альбома. Дальше будем смотреть. Ну, кроме Abyss of Time, все остальные, то там вообще космос. Это мы наконец оставим, просто уже как подытожить. Все. А до этого как бы на очень высоком уровне, и все песни альбома прям пока что, как по мне, лучший альбом, что у них был. Пока что. Очень много людей отмечают, что это альбом у них один из лучших, если не самый лучший. Вот сколько я в группе Эпики лет? По-моему, с 2003 года, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, может быть раньше, 2001 или 2003, что в таком районе, там, когда Марк ушел с After Forever, основал группу, вот эту вот, потом ее переименовали в Эпику, взяли Симону и так далее. То есть это уже такая предыстория группы, если мы вдаемся в такие подробности. В принципе, все. Подписывайтесь на такая вот реакция. Подписывайтесь на Twitch, Instagram, YouTube. Лайки, дизлайки, комментарии, что надо, что не надо говорить, что добавить, что отнять, так сказать. В принципе, вот такая вот реакция получилась. Всем добра, всем здоровья. Давайте до следующего раза. Пока. С вами был Это Не Ок. Пока.